Трансильвания – регион Румынии, из слова, окутанное мрачными мифами и жуткими легендами. Это родина Дракулы, обитель ужаса и место, которое веками захватывало человеческое воображение. Но из чего сложились эти стереотипы? Насколько правда переплелась с вымыслом? И почему этот регион стал таким культовым? Мы отправились сюда, чтобы увидеть все своими глазами, разобраться в истории и показать вам настоящую Трансильванию. В этом выпуске мы прогуляемся по старинным улицам средневековых городов, заглянем в величественные замки, насладимся невероятными пейзажами Карпатских гор и проедем по самой красивой дороге мира. А еще спустимся в уникальную пещеру, которая не похожа ни на одну другую. Готовы разрушить стереотипы и узнать, какой на самом деле является Трансильвания? Тогда начинаем. Привет, я Кирилл. Привет, а я Катя. А я Рио. И это болгарские перцы в полном составе. Этот красивейший городок называется Сибиу. Наверняка многие из вас впервые услышали об этом городе. Оно и понятно, ведь Румынию представляешь как-то так. Но на самом деле Румыния такая. Сибиу был основан в XII веке немецкими поселенцами и быстро стал административным и экономическим центром Трансильвании. На территории Трансильвании немцы основали Сейбербурген, что переводится как Семиградчина. То есть существует еще 6 городов, таких как Сибиу, немецкое влияние на которые оставило глубокий след и в культуре, и в архитектуре. И у каждого города два названия. Одно румынское, второе немецкое. Альтернативное название Германштадт переводится как «город немцев». Сибиу все же был номер один, поэтому свое знакомство с Трансильванией мы начинаем с него. Немецкие колонисты появились в этих краях по приглашению венгерских королей. Они должны были заселить малолюдные территории, защитить границы Венгрии от нашествий и оживить экономику региона. Интересный факт. Трансильвания вошла в состав Румынии сравнительно недавно. На протяжении многих веков она была частью Венгрии, вплоть до окончания Первой мировой войны, после которой Австро-Венгерская империя прекратила свое существование. Центр представляет собой соединение 3 площадей, и все достопримечательности расположены вокруг них. Первая остановка – площадь Хует, компактная и уютная. Всего в нескольких десятках метров от нее находится малая площадь, чуть больше по размеру, а за ней раскинулась крупнейшая из них. Первая достопримечательность – это главная площадь Сибиу, которая именуется Великой, так как она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здания вокруг площади представляют собой смесь различных архитектурных стилей, которые развивались начиная с XIII века. Тут вам и барочные, и готические фасады, а это одно из самых молодых зданий площади – католическая церковь Святой Троицы XVIII века. Внутри без изысков, и на самом деле тут настолько скучно, что кажется, что даже эти фрески ждут окончания этого сегмента. Центр Сибиу делится на верхний и нижний город. То, что мы видели сейчас, это верхний город, обитель богатых купцов и ремесленников с красивыми домами. А нижний город... Ты чего? У меня такое ощущение, что... Да, проехали. Нижний более скромный, но не менее интересный, с узкими улочками и старинными постройками. Знаешь, мне кажется, за нами следят. Это все из-за глаз на чердаках. Эти окна-глаза не просто архитектурная прихоть. Они использовались для вентиляции чердаков, но теперь создается ощущение, что за вами постоянно следят. Немного жутковато, но зато все в стиле Трансильвании. Немцы, основавшие город, следовали строгим эстетическим принципам, и даже практичные элементы зданий старались сделать красивыми, поэтому Сибиу известен как город с глазами. Бу, испугался, не бойся!
Я друг. Кстати, немецкие колонисты, основавшие город, имели определенные привилегии. И помимо права контроля над городами, в Сибиу, к примеру, они запрещали румынам селиться внутри этих крепостных стен. И вообще, немецкое население здесь преобладало вплоть до Второй мировой войны, по окончанию которой началась их миграция обратно в Германию. Как-то много о немцах. Что там с румынами? О них тоже есть что рассказать. Румыны — это прямые потомки римлян. Чего? Да, румыны являются потомками римлян, а их язык происходит от латыни, на которой говорили в Римской империи. Рио, держи ровнее камеру. Само название Румыния происходит от латинского «романус», что означает «римский» или «римлянин». Так что культура тут богатейшая. Кстати, о культуре. Первое, что бросается в глаза здесь, это идеальная чистота на улицах. Вероятно, на это влияет любовь к сортировке мусора. В каждом дворике стоят 4-5 баков под разные виды отходов. 10 Грет Тунберг из 10. А эта квартира обошлась нам в 30 евро за сутки. Но заплатили мы местной валютой. Это румынский лей. Что-то он мне напоминает. Надо проверить. Да, точно. Румынский лей похож на вьетнамский донг. Обе купюры сделаны не из бумаги, а из пластика. И на обоих запечатлены выдающиеся личности. Да, Вьетнам шикарен. Ссылка на путешествие по Вьетнаму в описании. Но вернемся в центр Сибиу, на его Великую площадь. На ней мирно соседствуют отели, кафе, музеи, мэрия и прочие исторические здания. Некоторые из них помечены QR-кодом, пройдя по которому ты получишь исчерпывающую информацию об истории всех этих величественных построек. А это другое мощное здание – Башня Совета. Место, где вершилась городская политика и, вероятно, давали советы. Ладно, с советами не знаем, но эта городская ратуша точно подскажет вам время, в какой бы стороне от нее вы ни находились. Кроме того, Башня Совета выполняет роль своеобразного перехода, соединяя Великую площадь с Малой. Проходим Малую площадь и находим новую достопримечательность. Этот вот маленький мостик. Казалось бы, ничего особенного, но становится интереснее, как только узнаешь его легенду. Согласно местным байкам, если собрать на этом мосту, то он разрушится. Давайте проверим. Нам не нужны ваши лайки и комментарии. Мост не обманешь. Конечно же нужны. Он носит название «Мост лжецов». Получается, румыны изобрели полиграф первыми в мире? А ведет этот мост к третьей площади, на которой расположен собор Святой Марии. Собору более 600 лет. И, судя по всему, он простоит еще столько же, ведь это визитная карточка города. Это Ритуранская церковь – готическая красавица, которая, вероятно, подзабыла, что готика должна быть темной и устрашающей. Белые стены, высокие своды, остроконечные шпили и веселые узоры на черепице будто говорят, что этот готический гигант выглядит дружелюбно. Но нас не обманешь, ведь это жуткая Трансильвания. Так что да, внутри собор более мрачноватый, как и полагается, с пугающими орнаментами, будто готовыми хранить свои средневековые секреты еще не одно столетие. В соборе также находится крипта с надгробными плитами, но, как мы поняли, за ними давно уже нет человеческих останков. Зато, если присмотреться внимательно, можно обнаружить надгробие Михни Злого, сына настоящего Влада Дракулы. Но до Дракулы мы еще дойдем дальше. А пока пройдем по этой шаткой лестнице до вершины собора, так как его башня – самое высокое место в Сибиу. Не знаю, слышно, нет, но она очень скрипит. Вся дрожит. Очень стрёмно. Вид, конечно, ограничен, но зато безопасно. Вокруг центра дома плюс-минус одинаковые, поэтому я приехал на окраину города. Здесь вот какой-то новый район, есть также и частный сектор, и тут довольно мило. Вообще Румыния, а в частности Сибиу, очень сильно впечатлили. Наверное, потому что ожидания были занижены. Вероятно, всему виной стереотипы. Тут чистота и порядок, и не видно ни одного цыгана.
Ну и как не показать здесь атмосферу, которая царит после заката? Когда солнце садится, Сибио медленно погружается в мягкий свет уличных фонарей, которые отбрасывают длинные тени на старинную брусчатку. Освещение словно художник, подчеркивает каждый архитектурный штрих. Тишина улиц нарушается лишь тихими шагами редких прохожих или проезжающим велосипедом. Все это создает ощущение, что вы попали в прошлые века. Но настоящий шарм – это узкие улочки, ведущие прочь от главной площади, гуляя по которым не покидает чувство того, что за углом вас поджидает граф Дракула. Поэтому наготове должна быть... Головка чеснока! Такой романтики днем вы не почувствуете. Следующая достопримечательность скрывается прямо за этими воротами. И это соляная пещера. О, пещера. Что-то может быть интересного. О, ты даже не представляешь! Начнем с того, что история у этой шахты такая же глубокая, как и сама Турда. Здесь добывали соль еще римляне более 2000 лет назад, и стены ее обильно покрыты солью. Блин, правда что ли соль? Куда без текилы и лайма? Шахта простирается на глубину 120 метров и включает в себя несколько огромных залов. Сначала ты проходишь музейную часть, где представлены экспонаты расскажут, как добывалась соль и какие для этого использовались технологии. А затем спускаешься глубже в недра шахты. Первое, что тебя поражает, это масштаб. Смотришь на этот зал, такой огромный, что он кажется бесконечным. Самый сок в том, что здесь возвели подземный парк развлечений, даже с колесом обозрения. Выглядит, мягко говоря, необычно и очень футуристично. Повсюду световые инсталляции, неоновые подсветки. Также здесь есть зал с настольным теннисом, площадка для занятий мини-гольфом. А еще можно погонять шары за бильярдным столом. Согласитесь, теперь это место совсем не похоже на унылую шахту. Соль здесь не добывают с 1932 года, зато добывают эмоции. А еще здесь можно покататься на лодке. Да, здесь есть подземное озеро, и говорят, что вода в нем настолько же соленая, как и в Мертвом море. А еще воздух, пропитанный солью, очень полезен для дыхания, так что совмещаем приятное с полезным. В пещере свой микроклимат, и температура круглый год держится около 13 градусов. Турда – место крайне необычное и самая интересная пещера, в которой нам удалось побывать. Ведь далеко не каждая пещера похожа на инопланетную базу. Ну а как мы оказались посреди Румынии, сейчас расскажу. Еще за сутки до этого спонтанного путешествия мы ничего не знали о Румынии и даже не планировали ее посещение. Но все изменилось после одного случайного видео в интернете. То, что мы увидели, настолько нас впечатлило, что следующим же утром мы на арендованной в Болгарии машине поехали на границу к нашим соседям и дальше до Карпатских гор. А здесь мы ради трассы Трансфагорашан, которая носит титул самой красивой трассы в мире. И вся красота начинается с этой плотины. Титул очень громкий, и сейчас мы проверим, заслуженно ли она его получила. Но начнем с плотины.
Плотина Видрару удерживает воды одноименного искусственного водоема, а с ее гребня открываются панорамные виды на озеро, горы и долину. Это арочная плотина, высота которой достигает 166 метров, а длина по гребню 305 метров. И, конечно, она построена здесь для выработки электричества, чему свидетельствует статуя этого электрического Прометея. Немножко вводных данных. Трасса работает ограниченное количество времени в году, с середины июня по конец октября. Сейчас конец октября, поэтому мы здесь. Набор высоты здесь 2 километра, а протяженность трассы 90. И она проходит по таким вот серпантинам. Ненавижу серпантины. Вдоль трассы располагается множество обзорных точек и прочих интересных мест, как, например, вот эта вот деревня в лесу. Это база отдыха, и тут можно снять домик на дереве. Место довольно живописное. Вокруг базы проходит вот такой вот электрический забор, и он здесь не просто так. Да, в этой части Карпатских гор обитает большая популяция бурых медведей, и есть высокая вероятность их встретить. Но мы не встретили. А вот нашим друзьям, которые ехали следом, повезло больше. Алена, Слава, спасибо вам за видео. Леса остались позади, и вот мы поднимаемся все выше и выше в альпическую зону. Да, какой вид! Это уже начинает напоминать самую красивую трассу на свете. Чем ближе к горному перевалу мы поднимались, тем более захватывающей становилась дорога. И преодолев туннель, соединяющий две половины трассы Трансвагар-Ашан, она открылась нам во всей своей красе. Эти серпантины, петля за петлей, бросают вас в хаос извилистых поворотов, взмывающих вверх к облакам. Проверишь здоровье своего желудка, пока доберешься до этой вершины. Тут только вы, ветер и ощущение того, что вы побороли Карпаты. Ради этого момента, ради таких вот видов, и стоит потерпеть головокружение и тошноту. Ну и где же еще вы подниметесь на вершину горы на автомобиле? Ленивый хайкинг для тех, кто не любит покорять вершины пешком. Здесь, вокруг Ледникового озера, расположилась туристическая зона отдыха, где можно еще и прокатиться в кабинке над самым красивым участком трассы и рассмотреть все в подробностях. Эта трасса существует не благодаря здравому смыслу, а наоборот, вопреки ему. Сейчас она привлекает любителей красоты, но вообще она построена для танков. И чтобы раскрыть ее полностью, давайте обратимся к истории. В 1965 году начинается эпоха диктатора Николая Чаушеску. Как и любой диктатор, он помешан на своей собственной безопасности, для чего был готов пустить в дело любое безумие. И вот одна из таких идей – построить дорогу через Карпаты, где даже козы иногда падают с высоты, не говоря уже о машинах. После вторжения Советского Союза в Чехословакию в 1968 году Чаушеску боялся такой же участи для своей страны, а главное для себя. Так и родилась идея – связать юг страны с Трансильванией по максимально сложному и малопроходимому маршруту, чтобы в случае опасности быстро скрыться. Рабочие строили ее в экстремальных условиях, часто вручную. Нужно было прорезать горы, взрывать скалы, проложить километры туннелей. При такой стройке погибло несколько десятков, а по некоторым источникам и сотен человек. Вообще, диктатура Николая Чаушеску – одно из самых мрачных и противоречивых периодов в истории Румынии, который длился до его свержения в 1989 году. Чаушеску создал мощную систему слежки и подавления любой оппозиции при помощи секретной полиции Секуритате. Эта организация была одним из самых жестоких органов безопасности в Восточной Европе. Секуритате следила за миллионами граждан, арестовывала, пытала и уничтожала тех, кого подозревали в несогласии с режимом. Чаушеску проводил политику строгого контроля над рождаемостью, принудив женщин рожать больше детей. Был принят так называемый декрет 770. Аборты были запрещены, как и продажа контрацептивных препаратов, что привело к увеличению числа незаконных абортов и смертности женщин. Многие дети, родившиеся в результате этой политики, оказались в переполненных детских домах. Большая часть ресурсов страны уходила на экспорт – продовольствие, топливо, продукция румынской промышленности. В результате в самой Румынии начался острый дефицит товаров. Магазины пустовали, а в домах отключали отопление, электричество, водоснабжение, а людям приходилось часами стоять в очередях за продуктами. Власти даже ввели карточки на еду, чтобы контролировать распределение минимального набора продуктов, но терпение у людей закончилось. В декабре 1989 года начались массовые протесты против режима Чаушеску, в ответ на которые диктатор приказал армии и полиции стрелять по демонстрантам, что повлекло за
за собой сотни убитых протестующих. Это насилие только усилило протесты и стало катализатором для окончательного падения его власти. Армия перешла на сторону народа, а Чаушеску со своей женой были схвачены, судимы и приговорены к расстрелу спустя 1,5 часа после поимки. В общем, правление его было жестоким, как и правление следующего героя нашего рассказа. Ну, разумеется, речь о Дракуле. О ком же еще? А это его замок. Дракула настолько оброс мифами, что уже сложно отделить, где правда, где вымысел, а где румынский маркетинг. Но мы постараемся. Влад Дракула – реально историческая личность, только кровь он не сосал и в мышь летучую не превращался, зато садил врагов на кол. После романа Брэма Стокера, в котором Дракула был наделен чертами вампира, туризм в Трансильвании увеличился. Путешественники хотели видеть замок Дракулы, но развалины, которые остались от его реального замка, были никому не интересны, разве что археологам. Ну и румыны не будут дураками. Взяли самый хорошо сохранившийся замок и стали выдавать его за замок легендарного вампира. Влад Дракула, который не вампир, а бывший румынский князь, никогда в глаза не видел этот замок, так как правил в другой части Трансильвании. Да и сам замок снаружи впечатляет больше, чем внутри. Здесь узкие коридоры, очень простое оформление и всего одна комната, посвященная самому известному вампиру в мире. Развод для туристов. А это что, кровать? Я думал, Дракула спал в гробу. А вот женских вещей тут намного больше. Но, как мы выяснили, Дракула здесь никогда не жил. Даже тот, который реальный. Зато жила королева Мария Румынская, которая сыграла ключевую роль в объединении Трансильвании с Румынией по окончании Первой мировой войны. Она обустраивала замок на свой вкус. И вкус у нее как у бабушки. В общем, если хотите найти Дракулу, то искать нужно точно не здесь. Но несмотря на то, что вампиры здесь никогда не жили, атмосфера Карпат снаружи и узкие каменные коридоры внутри дают ощущение чего-то мистического. Вообще, прозвище Дракула досталось Владу Третьему Цепишу от отца, которого называли Дракул, то есть дракон, так как он состоял в рыцарском ордене дракона. А его сына стали звать Дракула, что означает «сын дракона». Кстати, Цепиш – это не фамилия, это прозвище, которое переводится как «проктолог». Вообще-то колосажатель, не путай людей. На кол он сажал османов, против которых сражался, да и прочих бедолаг, попавших к нему в немилость. Спасибо за уточнение. Еще одно широко распространившееся заблуждение, что Дракула был первым, хоть и вымышленным вампиром. Но это не так. Те, кто смотрел наш ролик про Сербию, знают, что вампиры пришли оттуда. Ссылочка на ролик в описании. Замок находится недалеко от еще одного города немецкой Семиградщины. Невероятно красивый горный городок. И особенно он красив осенью. Этот город называется Брашов. Как и Сибиу, Брашов имеет немецкое название – Кронштадт, что переводится как «город короны». А герб у него похож на дерево с короной. Сомнительно, ну окей. Оба города имеют множество общих черт, ведь основаны они были примерно в один период немцами. Но некоторые ключевые различия все же присутствуют. И первое отличие – Рио, барабанная дробь. Главная площадь. Она намного меньше, чем Сибиу, и всего лишь одна. Да и нужно отметить, что городская ратуша тут скромнее. Сейчас там исторический музей, а наверху есть смотровая площадка. Но, если честно, в Брашове есть смотровые площадки и поинтереснее. Как, например, смотровая на Белой башне. Отсюда вид на старый город просто фантастика. Белая башня – часть крепостной стены, которая в Средневековье окружала Брашов, как и соседняя Черная башня. Может быть, я дальтоник, но, как по мне, они обе белые. А вот еще одно отличие – рельеф. В Сибиу горы были видны только на горизонте, а здесь, в Брашове, горы прямо в центре города. Поэтому тут полно различных маршрутов для хайкинга.
Но самые популярные находятся на горе Тампа, куда мы вышли погулять с Рио. Эта тропа ведет к голливудоподобным буквам на вершине. Но идти туда час, а подъемник сломан. Не знаю, стоит ли тратить на это время. Давайте спросим у нашего эксперта по прогулкам. Рио, будем подниматься в гору целый час? Верное решение. Горный рельеф сделал окрестности Брашова идеальным местом для зимнего отдыха. Всего в 15 километрах от города находится главный горнолыжный курорт региона – Пояна Брашов. Но мы сюда приехали не на лыжах кататься, а смотреть достопримечательности. Это Черная церковь. Нет, не в этом смысле. Такое прозвище эта готическая постройка получила, когда подверглась пожару при турецкой осаде, после чего стены церкви покрылись налетом копоти. И название это настолько прижилось, что оригинальное имя никто уже и не помнит. За вход внутрь придется заплатить, но внутри скучно, и даже нельзя подняться на башню церкви. Вероятно, тут боятся, чтобы не повторилась история, как с этим мальчиком. Его то ли столкнули строители, то ли он сам сорвался с крыши вниз. Пойди разбери эти трансильванские легенды. Ого! Кажется, я нашел вход в румынский Диснейленд. К сожалению, аттракционов здесь нет и не было. Зато было множество разных гильдий, которые строили какие-нибудь укрепления. Ворота Екатерины – единственные оригинальные ворота крепостной стены Брашова, пережившие Средневековье. Они были построены гильдией портных и, как видите, далеко не из тканей. Ребята были мастерами на все руки. Кстати, о них. О себе они тоже не забыли и построили себе целый бастион для защиты от разных захватчиков. Вероятно, эти ребята владели мечом так же хорошо, как и иглой. Так что ткачи могли в случае атаки мгновенно превращаться в защитников города, наряду с другими гильдиями. Брашов имел сложную систему укреплений, а массивные стены, некогда защищающие город, не разрушило даже время. В общем, в свое время город был настоящей крепостью. Попробуй войди сюда без приглашения. А эту достопримечательность довольно легко пропустить, ведь у нее очень скромные размеры. Ее название – Веревочная улица, и это самая узкая улица Румынии, шириной чуть более метра. Ее исписанные стены – это узаконенный вандализм. Здесь разрешено оставлять любые рисунки и надписи. Думаю, самое время написать «Подписывайтесь на канал». А еще ставьте лайки. Но и без достопримечательностей тут хватает красивых мест. Например, это пешеходная улица С уютными переулками и колоритными магазинами. здание мэрии, здание суда, здание туда. Думаю, вы поняли. В Брашове все в порядке с архитектурой. Недалеко от центра у подножия горы расположился современный район с частными домами. Ну и видно, что здесь люди живут достаточно состоятельные. И соседство у них по-настоящему трансильванское. А это атмосфернейшее кладбище военное. Тут покоятся солдаты, погибшие в Первую мировую войну. Вот так вот просто посреди нового красивого района. Вообще, некоторые горные районы Брашова – настоящие оазисы роскоши, с панорамными видами на город и долину. Не это ожидаешь увидеть в одной из самых бедных стран Евросоюза. Румыния провела шаблон. Я точно не представлял ее такой, к своему стыду. Да и перед спонтанным решением поехать сюда как-то не было времени даже нарыть какой-то информации. Сценарий писался ночами, вечерами, уже здесь, на месте. А с раннего утра до наступления темноты мы снимали. Поэтому будем благодарны за лайки и комментарии для продвижения нашего скромного канала. И перед тем, как покинуть Трансильванию, мы посетили еще один замок, расположенный недалеко от Брашова.
Уже на подступах к нему кажется, что ты попадаешь в настоящую баварскую сказку. Узкие тропинки и извилистые дороги, пролегающие сквозь густые карпатские леса с вековыми деревьями, а в воздухе витает легкий аромат хвои, смешанный с прохладой горных ручьев. Все это словно намек на то, что за следующим поворотом откроется настоящее чудо. Добро пожаловать на мою дачу. Шучу, конечно. На самом деле это один из самых крутых замков Румынии – замок Пелеш. В нем хоть и не жил граф Дракула, но готики и пафоса тут не меньше. И даже тот факт, что замок находился на реконструкции, не портил его вид. Но вот отстоять длинную очередь, чтобы попасть внутрь, все-таки придется. И, кстати, внутри замок Пелеш еще красивее, чем снаружи. Факт номер 1. Пелеш – это первый в мире замок, оснащенный электричеством и центральным отоплением. Серьезно, в конце 19 века, когда люди по всему миру все еще пытались правильно произнести слово «электричество», первый румынский король Кароль I уже просыпался в уютном замке с теплыми полами. Что? Кароль? Это какой-то каламбур? Нет, это факт. Короля действительно звали Карль. И замок действительно имел горячую воду и тепло. А стеклянный потолок главного зала открывался электрическим мотором. И замок, и кабриолет. Кароль I был этническим немцем, поэтому в архитектуре замка легко угадываются баварские нотки. Факт номер 2. Пелеш – это музей, в котором хранится внушительная коллекция оружия и доспехов, включая одни из самых редких экземпляров в мире. Примерно 4000 экспонатов, среди которых можно найти все – от мечей и арбалетов до огнестрельного оружия. Наверное, здесь и световой меч есть. Замок все-таки опережал свое время. Факт номер 3. Изначально замок хотели строить исключительно из кирпича и камня, но Кароль I настоял, чтобы он был построен из дерева. Результат, как вы видите, восхитительный. Замок просто фантастически красивый. Здесь 160 комнат, каждая выполнена в своем стиле. И вообще этот замок входит в десятку самых красивых замков в мире. Трансильвания – удивительный край. Этот регион подарил нам не только мрачные истории о графе Дракуле, но и невероятную красоту городов, гор и замков. И пусть мрачные мифы и легенды останутся в книгах и фильмах, ведь настоящая Трансильвания куда ярче, богаче и интереснее. Спонтанные путешествия всегда самые запоминающиеся. Поэтому будьте любопытными, открывайте новое и помните, самые захватывающие истории начинаются там, где вы их не ждете. И как всегда, оставайтесь с нами.